Добрый день, друзья! С вами вновь ваш доктор Куров. И сегодня, как никогда, нам надо быть вместе и поддерживать друг друга. Подписывайтесь на телеграм-канал Яндекс.Дзен, ссылки в описании внизу. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, нажимайте на колокольчик, деритесь, ругайтесь, соглашайтесь. Только не оставайтесь равнодушными. Как всегда, выходим, или по выбору выползаем из тени, начинаем жить. Сегодня разберем вопросы, пришедшие от моих подписчиков. Наши подписчики интересуются вопросом. Кризис среднего возраста у мужчины. Как проявляется? Что делать? И как себе помочь? Приблизительный возраст мужчин, попадающих в этот кризис, 35-45 лет, больше, меньше. Несмотря на то, что это самый распространенный кризис, случается он не со всеми. Довольно часто и мужчинам, и женщинам удается его избежать. Еще его зовут кризисом разочарования. Кризис не выбирается уже. В эту ловушку попадает как успешный мужчина, так и одинокий, без стабильного заработка человек. Просто по-разному. А его начале могут сигнализировать занудные философские разговоры из уст мужчин о среднем возрасте, а также об утраченных возможностях. Этот кризис сродни эмоциональному состоянию, которое отмечается депрессивным проявлением из-за переоценки жизненного опыта. И в этот период начинает четко прослеживаться разница между ожиданиями, сформировавшейся в раннем и юном возрасте, и реальностью, в которой он находится на сегодняшний день. Кризис у мужчин – это бунт против навязанных самим собой или социумом правил. Мужчина в этот период активно занимается поиском ответа на вопрос, как себя найти в жизни. И тут на поверхность поднимаются подростковые комплексы, включающие все «хочу» вместо «надо». От глубины и характера комплекса с возраста подростков будет зависеть их поведение в период кризиса. Из внешних проявлений состоявшийся мужчина к 40 годам может, казалось бы, без видимых причин бросить высокооплачиваемую работу, впасть в депрессию, завести молодую любовницу или уйти из семьи, при этом замкнувшись в себе. Многие отказываются от достигнутого в жизни, несмотря на положительные мнения окружающих, чувствуют себя опустошенными, загнанными. У некоторых проявляется ощущение несправедливости жизни, депрессии, потери интереса к крайне значимым сторонам жизни. Меняют круг знакомых и ценностей, уходят в дауншифтинг. Все эти признаки способны выбить из душевного равновесия даже успешного человека, разбив при этом крепкую семью, карьеру и привычный уклад жизни. Зачастую понять, а также объяснить такое поведение не способен ни сам мужчина, ни его ближайшее окружение. Отмечается, что именно по причине существенных изменений физиологических особенностей организма возникает необходимость переориентации жизненных сил с физической деятельности на умственную. Как мужчины, так и женщины среднего возраста несут на своих плечах груз накопленных социальных обязанностей. Они становятся как бы связующим звеном между старшим поколением родителей и младшим поколением детей. Такая ответственность приносит с собой многие социальные конфликты. Однако люди среднего возраста понимают, что должны жить с этими проблемами и повседневными заботами. И не могут, подобно родителям, жить прошлым или, как их дети, мечтами. Такой определенный период между царствиями, начиная с 40-летнего возраста, происходит снижение физических возможностей. Эти изменения наступают
параллельно с психическим преобразованием. Все чаще у мужчин возникает нервозность, обостряется чувство неуверенности, подавленность и усталость, отмечаются конфликты на работе и в семье. Нередко остро назревает вопрос о взаимопонимании поколений, поскольку дети к этому периоду уже сами переходят в самостоятельную взрослую жизнь и не желают учитывать мнение отца. Проблема такого кризиса усугубляется еще и тем, что теряют остроту былые дружеские отношения. Что делать? Как себе помочь? Особенно важным для среднего возраста является разумное ограничение по объему психического и эмоционального напряжения. Поэтому иногда в это время формируются новые полезные привычки, например, активный образ жизни, каждодневные прогулки, занятия гимнастикой, спортом. Самое важное – понимать и поддерживать как друг друга, так и мужчину в этот непростой жизненный период. Кроме разговоров, важно и на деле показывать свою любовь, ценить, делать подарки, учитывая больше обычного его интереса. Отнеситесь к этому периоду как к очередной простуде, которая пройдет, если хорошо поухаживать за своим партнером, помочь ему побыстрее выкарабкаться. Постарайтесь находить время для того, чтобы чаще говорить по душам. Поощряйте усилия и заботу о семье. И о себе чаще хвалите. Предложите съездить к друзьям, уехать в дальнее путешествие, если необходимо, обратиться к психологу. Но не стоит быть слишком навязчивым, так как излишняя забота может превратиться в гиперопеку, которая, в свою очередь, может дать ему стимул еще больше закопаться в кризис. Большинство мужчин осознают, что нужно сменить вредные привычки на здоровые. Однако такие попытки замены зачастую сталкиваются с преодолением психологических барьеров. Для многих оказываются непосильными. Жажда карьеры, социального самоутверждения в этом возрасте выступают не стимулирующими, а напротив, разрушительными для человека желаниями. Кто же имеет шанс избежать кризиса среднего возраста? Те мужчины, которые занимаются тем, что им интересно. Не надоедает, что приносит ощущение не только внешнего, но и внутреннего удовлетворения. И могут обмануть судьбу, возраст и перепрыгнуть в другой вагон без вреда для здоровья. Итак, друзья, делитесь своими мыслями, вопросами, пожеланиями в комментариях под этим роликом. Я думаю, особенно если вы прямо сейчас поддержите меня лайками, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и порекомендуйте его своим друзьям. Или подпишитесь на телеграм-канал Яндекс.Дзен, ссылки в описании внизу. Мы сможем с вами делать эти встречи чаще и поговорим о множестве других путей выхода из самых разных затруднительных ситуаций, с тем, чтобы делать более решительные шаги навстречу своему будущему. Будем снова учиться брать судьбу за жабры и ни за что ее не отпускать. До новых встреч, друзья! Ваш архитектор судеб, с вами был ваш доктор Куров.